Neon EVM – это виртуальная машина Ethereum, созданная на базе блокчейна Solana. Она позволяет разработчикам DApp применять инструменты Ethereum для масштабирования и получения доступа к ликвидности на Solana. По сути, это протокол, благодаря которому на Solana становится возможным выполнение транзакций, таких же, как и на Ethereum. Благодаря Neon EVM создатели dApps могут предложить пользователям сниженные комиссии, более быстрые транзакции и высокую пропускную способность. При этом по своей структуре Neon EVM представляет собой смарт-контракт Solana. Все это буквально означает, что при помощи Neon EVM любое приложение Ethereum можно будет запустить на Solana, чтобы использовать высокую масштабируемость и ликвидность сети. Виртуальная машина может похвастаться следующими показателями: пропускная способность 4500 операций в секунду, оплата за газ 0,15 миллионных Solana за одну транзакцию. Neon EVM сочетает в себе лучшее от обеих сетей. Если говорить об Ethereum, это безопасные аккаунты и подписи, развитая экосистема, ETH подобные Web3 RPC API, токены и смарт-контракты Solidity. От Solana разработчики взяли высокую ликвидность, обширную базу пользователей, запись транзакций, высокую скорость и низкие комиссии. Это весьма привлекательное для разработчиков сочетание. Раньше им приходилось выбирать между двумя блокчейнами, отказываясь от одного в пользу другого. Но теперь это в прошлом. Новый подход позволит взять только самое лучшее и использовать для создания принципиально новых dApp. Есть несколько неоспоримых достоинств новой виртуальной машины. Высокая масштабируемость. Сколько бы ни было пользователей и приложений, включенных в ее сеть, ее скорость всегда будет высокой, оплата за транзакции низкой. Растущая экосистема Solana. Этот блокчейн один из самых стремительно растущих, по мнению аналитиков, а значит и построенный для связи с ними протокол будет весьма перспективен. Первый EVM на Solana. Neon EVM выпала роль первопроходца, а значит проект привлечет внимание новых пользователей, которые захотят опробовать его возможности. Простая адаптация смарт-контрактов. Чтобы развернуть их, не понадобится перестройка. Смарт-контракты одного блокчейна можно легко перенести в другой. Знакомые языки смарт-контрактов. Для создания уникальных децентрализованных приложений разработчики смогут использовать хорошо знакомые им языки, такие как Solidity или Viper, инструменты, знакомые пользователям. Вместо того, чтобы осваивать новые средства для работы с блокчейном, разработчики смогут и дальше наслаждаться преимуществами хорошо известных им MetaMask и Trifle. Вполне возможно, что по мере развития протокола появятся и другие, не менее привлекательные преимущества. Разработчики позиционируют внутреннюю валюту прежде всего как токен управления. Именно с его помощью участники сообщества, владеющие активами, будут принимать решения по важным вопросам, касающимся развития Neon EVM. Пользователи смогут предлагать улучшения и голосовать за предложения других участников управления. Для передачи токенов между Solana и Neon EVM уже создан специальный сервис Neon Pass с открытым исходным кодом. Переводить токены можно будет как на новую, так и на уже существующую учетную запись. Для этого нужно будет только подключить свой кошелек и воспользоваться удобным конвертером. Пользователи также могут уже сейчас запросить тестовые токены Neon и другие тестовые токены ERC-20, чтобы в дальнейшем использовать их при тестировании возможностей сети. Протокол предусматривает наличие трех ролей, пользователи на каждой из которых должны взаимодействовать друг с другом. Пользователь таким статусом обладает практически любая учетная запись, даже если ее баланс равен нулю. Пользователи Neon заказывают транзакции, подобные Ethereum, которые выполняются через программу Neon EVM на Solana. Клиент – это приложение с байт-кодом EVM, Solidity, Viper и так далее, загруженное в Neon. Оно создает и отправляет транзакцию. Оператор – так называется тот, кто использует прокси-сервер Neon Web3. В качестве
качестве награды за свои действия операторы получают токены Neon или другие совместимые. Комиссия, которую платят пользователи, также распределяется между операторами. Разработчики отмечают, чтобы начать использовать DApp, развернутый на Neon EVM в качестве пользователя, нужна учетная запись с балансом в Neon. На сайте опубликована дорожная карта, в которой разработчики делятся успехами за 2021-2022 год и планами на будущее. В частности, они уже успели разработать доказательства концепции Neon EVM, стабилизировать машину и развернуть панели индексации. В данный момент для команды актуальна работа сразу в нескольких направлениях. Проект пока находится на стадии альфа, а разработчики заняты развертыванием сервиса Neon Pass для быстрого обмена токенов, проведением ограниченного тестирования и запуском Neon Scan. Следующим этапом станет внедрение полномасштабной системы управления для DAO, завершение аудита безопасности и развертывание Neon EVM. На этом же этапе планируется более масштабное бета-тестирование, в котором смогут поучаствовать пользователи. Не менее интересен тот факт, что в планах команды перейти к гамма-версии уже к концу 2022 года. Если тебе понравился данный выпуск, подпишись на канал и прожми все уведомления.